Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Yamaha Tracer 900 GT. Этот мотоцикл по-хорошему удивил, такое редко бывает. До 900-ки я ездил на Tracer 700, который мне не особо зашел. Ветрозащита так себе, удобство во дворе для высокого роста не подходит. Кстати, 700-й производится во Франции, 900-й в Японии, между ними мало общего. От заурядной японской внешности Tracer 900 ожидаешь типичных проблем японцев: отсутствие комфорта и ватный двигатель, на что накладывается мой опыт с младшим трейсером. Оказалось, что у 900-ки ничего из этого нет. Клиренс у трейсера как на спортбайках или спорттуристах. Если покопаться, можно найти и спортбайки с такими же ходами подвесок, хотя обычно ход чуть меньше. Классические туристы — это прожорливые тяжелые мотоциклы на литра полтора. Спорттуристы — это согнутые колени и наклоненная напряженная посадка с клипонами вместо руля. И сама форма ветрового стекла обязывает наклоняться на высокой скорости. Многие, кто хотел просто путешествовать на умеренно легком и экономичном мотоцикле по Европе, раньше выбирали турендуро из-за удобства посадки и хорошей ветрозащиты, при том, что вся эта бездорожность совсем не нужна. В Европе постоянно вижу путешественников на гусях и КТМ. При этом по мотоциклам видно, что они никогда в жизни с асфальта не съезжали и не собираются. В Европе смысла в злом турендуро мало. До большинства туристических мест проложен прекрасный асфальт, и необходимости что-то преодолевать или ездить на грязевой резине нет. Есть еще любители спорттуристов, но больные колени или спина вынуждают сменить класс с пониманием, что остроты управления больше не будет. И дело не только в комфортной посадке. Например, с высокой прямой посадкой гораздо приятнее ездить по городу, потому что проще крутить головой и обозреваешь все с высоты. Видимость гораздо лучше, чем на полулежачих спортивных мотоциклах. Как следствие, устаешь меньше. На неровной дороге со стыками или щебенке на спорттуристе неудобно, потому что посадка с упором на руки и неровности отдают в руль. При прямой посадке с такой же подвеской терпимо проехать участок плохой дороги километров 50. На низких клипонах это уже подвиг. Как я ранее говорил, классических спорттуристов с клипонами будет все меньше, и это новый класс спорттуристов. Даже если сейчас посмотреть, из японцев только Kawasaki со спорттуристами остались. Kawasaki Ninja 1000 SX фигурирует как самый популярный спорттурист в Европе несколько лет, хотя это просто, когда никого рядом нет. В свою очередь, Yamaha заявляет, что Tracer 900 самый продаваемый спорттурист в своем классе. В Европе мотоциклы разлетаются как пирожки, что видно по различной статистике. Как пример, в Аликанте есть большой мотоцентр с несколькими залами бэушных мотоциклов, которые долго продаются. Еще в декабре я заметил 2 900-х трейсера на продажу. На днях решил съездить снять, как выглядит вилка на базовой модели, а все, мотоциклы уже купили. Основное, ради чего нужно выбрать Tracer 900, а не классический турендуро или обычный кроссовер — эмоции, с которыми на этом мотоцикле можно ездить на серпантинах. Честно скажу, с момента, как продал CBR 600RR лет 9 назад, я не ездил ни на одном мотоцикле с таким ощущением остроты управления. В Испании много быстрых извилистых дорог, и я частенько жалею, что у меня нет такого мотоцикла. Все-таки на турендуро перекладываться на поворотах не так задорно. К сожалению, я ездил на трейсере в горах зимой, тут довольно высокая влажность, поэтому практически каждая тень — это мокрый скользкий участок на холодном асфальте. Я на тесте маленького трейсера пару раз проскользнул, поэтому на Tracer 900 ездил совсем аккуратно. На таком мотоцикле нужно летом в теплую сухую погоду гонять, а не зимой. Двигатель трехцилиндровый. Главное, чем он отличается от своих конкурентов — отсутствие вибраций на любых оборотах. Абсолютно не утомляет, и можно целыми днями ездить. Двигатель быстро крутится и имеет спортивные повадки, любит ехать на средних и высоких оборотах, довольно ровная динамика. Мои ощущения не совпадают с теми динографиками, которые есть на этот двигатель. Я нашел только один график, который отражает мои ощущения. По моим наблюдениям, есть провал до 3000 оборотов с копейками и только потом начинает ехать. На низах есть задержка, но еще не успевающая раздражать, поэтому даже в условиях городской езды с плотным трафиком со светофорами все неплохо.
Не как у Тигра тяга с нуля, но и нет тупника при трогании с места, как на чистых спортивных двигателях. Зато во время движения на любой скорости, хоть 40, хоть 150, обороты держатся как раз в том диапазоне, когда доступен весь потенциал. На всех графиках есть отчетливая яма на 5500 оборотах, я ее не чувствую. Вероятно, на этой яме как раз удобно ручку крутить, когда ездишь в стандартном режиме, поэтому мне он сразу не понравился. Как-то совсем вяло поездил полчаса и переключил в спортивный. Там ход ручки резче и мотоцикл едет задорно, как ожидаешь. Хороший компромисс между низовыми и высокооборотистыми двигателями. Есть 3 режима езды: СТД, А – это спорт, и Б – это дождь. Не знаю, почему режимы не догадались назвать Д, С и Р. Это был первый звоночек. Звук глушителя симпатичный, по-спортивному звонкий, но чуток громковат для туризма на мой вкус. Как опцию можно поставить Акрапович. Официальный расход 5,5 литров на 100 километров. В горах с разгонами и торможениями каждые 200 метров на 3-й и 4-й передачах средний расход держался на 4,6 литрах. На обычной ровной трассе упал до 4,5 литров. Допускаю, что с пробками и 6 литров может получиться, но что-то Yamaha скромничает. Менеджеру местного дилера Yamaha, с которым у меня хорошие отношения, как раз ездит на трейсере 2017 года, только в городе. У него расход 5,6 литров. В версии GT в стоке, в базовой версии в опции доступен QuickShifter. Мне не понравилась реализация. Сама лапка очень тугая, и переключение такое же, как переключение передач без сцепления на обычном мотоцикле. Туго-туго, и только где-то после 5000 оборотов лапка проваливается. Есть мнение, что это как бы спортивный стиль квикшифтеров, и так и должно быть. Хотя BMW с серии XR со всей силы косплеит спортбайки, но там что-то обычное комфортное переключение, где электроника помогает. В городском плотном трафике иногда хочется переключиться пораньше, без полного раскручивания двигателя, и приходится с силой продавливать лапу. Комфортнее, когда сила нажатия всегда одинаковая. Приноровиться можно, не то чтобы минус мотоцикла, просто квикшифтер выглядит грубым по сравнению с конкурентами. Думаю, у многих есть сомнения насчет комфорта, глядя на ходы подвесок. Есть стереотип, что комфортная подвеска обязательно должна иметь большие ходы. Этот миф легко развенчивается, просто посмотрев на ходы подвесок у икон комфортных туристов. Goldwing, RT, GTL и так далее. У всех будут ходы меньше, чем у трейсера. Видимо, не в этом счастье. На мой взгляд, подвеска идеальная для такого мотоцикла, упругая, чтобы в повороты по-спортивному залетать, но достаточно комфортно для путешествия. Я с самого утра до позднего вечера гонял без долгих остановок на средних настройках. Мне большего и не нужно было, вполне мог бы месяц проездить. Была пара участков в горах с плохим асфальтом, но без ям. Мотоцикл не так прыгает на стыках, как спортбайки с зубодробительной подвеской, но руками чувствуешь неровности. По Европе гонять самое то, где-нибудь с разбитым асфальтом может забивать руки. Стоит сказать, что в версии Tracer 9 ход вилки и амортизатора уменьшен, а также появилась полуактивная вилка в версии GT. Амортизатор на трейсере имеет почти горизонтальное расположение, характерное для короткобазных мотоциклов. Раньше колесная база была 1440 мм, что хорошо для спортухи, потому что мотоцикл становится более маневренным и легче поворачивает, но плохо для туриста, потому что теряется стабильность на скорости. Многие ругались на воблинг, немотивированный отрыв переднего колеса при торможении и все прочее. Те же особенности, как у короткобазного Kawasaki Versys 650. У последнего поколения удлинили маятник, и база выросла до 1500 мм. Мотоцикл все еще самый короткий в своем классе, но длиннее, чем классические спорттуристы, и не имеет проблем прошлых поколений. По ширине трейсер самый компактный из 900-х и литровых конкурентов по всем точкам. Да что там, он по рулю и защите рук уже, чем все мотоциклы из предыдущих обзоров. Для езды по пробкам прекрасен. Стандартное седло довольно обычное, выглядит вполне удобным, но я ездил только на опциональном комфортном варианте.
Оригинальное комфортное седло можно купить как водительское, так и пассажирское. Для оригинала стоит вменяемых денег. Также в опции есть комфортное седло с подогревом для водителя. Комфортное седло очень мягкое, либо гель внутри, либо аналогичное по составу пена. Точно стоит своих денег, не любое кастомное седло настолько хорошо продумано. Задница совсем не устала, хотя я за баранкой почти 14 часов за день просидел. Седло настраивается в диапазоне от 850 до 865 мм. Мотоцикл прекрасно подходит для высоких людей. Я с ростом 188 см даже не стал переставлять седло в высокое положение, потому что и так было все идеально. Колени под комфортным углом, руль высокий, тянуться и наклоняться за ним не нужно, безупречно. Кому мотоцикл высоковат, есть занижающий заднюю подвеску на 15 мм комплект рычагов, но в целом мотоцикл подходит, скорее всего, от 170 и выше. А вот в обновленной версии Tracer 9 высота по седлу уже 810-825 мм. Стекло, судя по всему, стояло высокое. Визуально со стандартным похожей формой, только высокое чуть шире и чуть выше. Без визора в очках при моем росте на трассе не поедешь, но с визором все отлично, не бьет. Для среднего роста будет оптимальным. У мотоцикла в целом хорошая ветрозащита, нет мест, где ветер напрягает. Если присматриваться к формам, заметно, какие детали уводят потоки с плеч, какие от коленей. Даже на баке есть накладка, убирающая поток с промежности. Симпатично реализована защита рук, нет здоровых лопухов, как на Тур-Эндуро, но ветер эффективно уходит от пальцев. Короткий мотоликбез. Без защиты подогрев рук эффективно не работает на трассе, на скорости все равно от ветра промерзают пальцы. Если смотреть на BMW 900XR, у них есть схожие черты во внешности с трейсером. BMW тоже выглядит, как будто кто-то продумал аэродинамику, но по факту не наслаждаешься, а борешься с ветром. Или, например, у трейсера отличный ребристый боковой пластик для зацепа бедер, и в спортпакете ставятся дополнительные накладки, а у 900XR об этом никто не думал. Впрочем, у меня вопросов к людям, которые сделали розетку под коленкой, нет. Единственный существенный минус трейсера – тормоза. У мотоцикла самые маленькие тормозные диски в классе, и у всех конкурентов стоят Brembo, а тут Nissin. Судя по спецификации, в Tracer 9 оставили те же самые тормоза, хотя на тормоза были нарекания с самых первых версий. Нельзя сказать, что тормозов прям не хватает, но они мягкие и неинформативные, на мой вкус. Несмотря на то, что спереди четырехпоршневые. Лично мне не хватает резкости, которая есть у всех конкурентов, чтобы была гармония с резким двигателем и напряженной подвеской. У меня так и не появилось за весь тест ощущения, как быстро мотоцикл остановится, поэтому даже через 300 километров серпантинов я продолжал сильно заранее притормаживать, а потом тупо докатываться. И это при поездке в одиночку, без лишнего груза. Впрочем, это только мое мнение, и возможно оно сформировалось после теста всех конкурентов, у которых тормоза более резкие. Tracer я тестировал последним в группе. Натыкался на полярные мнения как с той, так и с другой стороны. Тот же самый менеджер Yamaha с восторгом отзывается о тормозах, хотя тоже разные мотоциклы пробует. Прежде чем говорить о комплектации, нужно рассказать об отличиях в версиях, потому что на сайте Yamaha это довольно сложно понять. Итак, отличие GT от базовой версии. Боковые кофры, квикшифтер, круиз-контроль, цветной экран, подогрев рук и подвеска с большими настройками. Главный вопрос есть к подвеске. Ходы подвески идентичны у обеих версий. Обе вилки Каяба внешне не отличаются, кроме цвета и возможностей настройки. На базовой вилке регулируется преднатяг на двух перьях и отбой на правом. У GT полностью настраиваемая вилка. Один и тот же комплект картриджей Öhlins подходит как для базовой модели, так и для GT. Также в официальном каталоге аксессуаров есть пружины Öhlins с одинаковым партномером для той и другой вилки. Соответственно, нет причин думать, что вилки как-то кардинально различаются. У амортизатора базовой версии преднатяг регулируется ключом. У GT преднатяг удобно настраивается без инструментов, также есть настройка отбоя. В любом случае, это не такая разница, что у простой версии рисовая дешевая подвеска, а на GT ставят дорогущую. Я внимательно искал мнение людей, которые одновременно тестировали обе версии.
Каких-то кардинальных отличий никто не заметил, кроме чуть большей жесткости базовой подвески на ямках. У меня нет четкой рекомендации брать GT или базовую версию, потому что у них существенная разница в 2000 евро. За эти 2000 евро как раз можно купить тюнинговые картриджи в вилку и амортизатор, которые будут лучше, чем у GT. Квикшифтер можно поставить на базовую версию, это стоит 300 евро. Подогрев рук есть на вкус и цвет за небольшие деньги, можно и оригинал за 200 евро поставить. Экран на базовой версии точно не хуже цветного. Главный минус комплектации GT – боковые кофры Barbie Size на 20 литров, за которые платить не хочется. Судя по цене на сайте, это почти половина разницы цены комплектаций. Это натуральные косметички, я такие только на 100-кубовых индийских мотоциклах видел. Туда вообще ничего не входит. Я понимаю логику, что с этими кофрами более-менее комфортно в городе ездить, но в условиях Москвы все равно удобнее один задний кофр. Если путешествовать без пассажира и без экстремальных условий, и еще позгружать кое-что попутчикам, то можно попробовать, но лучше поставить симпатичные кофры для спорт-туристов от какой-нибудь Гиви вдвое большей вместительности и стандартные как мыльницу использовать. В итоге единственное, что существенно отличает версии – круиз-контроль. Я обожаю круиз-контроль, он делает банальные перегоны по трассам не такими утомительными. Но целевая аудитория трейсеров – это все-таки не те люди, которые готовы 5 часов монотонно смотреть на число 110, поэтому решайте сами. Редкий случай, когда можно сказать, что цветной экран топовой версии хуже базового монохромного. Монохромный вариант интересный, визуально разделен на две части, такой же ставится на Super Tenere. Кстати, эту фишку с раздвоением еще больше подчеркнули в Tracer 9. В правой части есть 3 пользовательских строки. Можно заранее задать 3 варианта отображения любой информации и переключаться между экранами. Хочешь любые пробеги, хочешь расход, температуру воздуха или охлаждающей жидкости. Идеальное решение. Все контрастное и можно настроить яркость экрана. Крупное, отлично читается, со стильными ямаховскими шрифтами, подсветка в глаза не бьет. Ниже расположен понятный блок индикаторов. Теперь цветной экран. Сразу бросается в глаза, что под сам дисплей используется только половина площади приборной панели. Напоминает пробник еды на огромной тарелке в мишленовском ресторане. Во-вторых, сам дизайн экрана довольно странный. Похож на интерфейс времен Windows 3.1 или браузер с открытой вкладкой QS. Все мелкое, олиповатое, куча разных шрифтов, друг у друга перетягивающих акцент, а вместо 3 пользовательских строк можно показывать только 2. Цветовое кодирование потерялось. Синяя заливка уровня топлива зачем-то такого же оттенка, как пиктограмма дальнего света. Оранжевый цвет, который обычно используется только для индикации важных предупреждений и в секте КТМ, здесь тупо используется для индикации уровня подогрева рук. Из-за него можно вовремя не заметить индикатор ошибки двигателя такого же оттенка, который находится в том же правом нижнем углу. Но как можно так лажать? На базовой версии кнопка аварийки под правую руку. При этом на левом пульте на том же месте есть как раз выделенное место, куда прекрасно встала бы эта кнопка. Зато на версии GT кнопка аварийки под левую руку. Меняются экраны с информацией и настраиваются параметры по-разному. К базовой версии вопросов нет. Там на левом пульте нормальная двухпозиционная качелька с отдельной кнопкой подтверждения. Настройки трекшн-контроля вынесены на кнопку рядом с экраном, настройка режима двигателя на правом пульте. На GT кнопок возле экрана нет, поэтому на левом пульте вместо кнопок меню джойстик трекшн-контроля, ниже блок круиз-контроля, а на правом пульте настройка режима двигателя убрана и добавлено инновационное колесо. Мало того, что колесом настройки под правую руку нельзя нормально в дороге пользоваться, например, чтобы изменить режим подогрева рук. Ну да ладно. Это колесо легко вращается. Там есть ощутимые шажки, но в перчатках во время езды нет нужного сопротивления. Поэтому, когда нажимаешь на колесо для подтверждения операции, регулярно еще раз проматывается позиция и подтверждается не то, что выбрал, либо проматывается сразу на 2 значения вперед. Самое неприятное, колесо очень легкое и с короткими шажками, и прокручивание в любую сторону листает экраны с информацией. Буквально ветерок подул или случайно до колеса дотронулся, хоп, у тебя уже экран пролистался.
Например, у BMW нет такой проблемы, потому что колесо само большое и шаг каждый длинный. Возможно, это локальная проблема на тестовом мотоцикле, но у него пробег был меньше 5000 километров, и убить за такой период колесо маловероятно. Потом надоело, и я на всех экранах настроил одинаковый набор отображаемых данных и перестал обращать внимание на случайные прокрутки. А вот круиз-контроль идеально реализован, все как я люблю. Включается без заморочек, можно зажать кнопку плюс или минус и будет плавно набирать или снижать скорость. При этом снижение и увеличение скорости реализовано плавно, без ощущения невесомости, и точно попадаешь в ту скорость, которую хотел. Когда меняешь скорость кнопками, она сразу в память сохраняется. Есть розетка на 12 вольт слева от экрана и симметрично справа свободный отсек под установку USB розетки. Базовую подставку на мотоцикле откидывать неудобно, сам зацеп неудачный. Зато уже в базе есть центральная подставка на всех версиях. Так сейчас никто не делает. На переднее крыло хорошо бы поставить удлинитель, а то хорошенько забрызгивает радиатор. Итоги. Несмотря на мелкие косяки, мне очень понравился трейсер. Для путешествий по Европе, особенно в горах или в центральной части России, большего и не нужно. В городе за счет своих габаритов бесподобен. Если говорить о классе, так сказать, неоспорт-туристов с прямой посадкой, для меня это лидер и стоит дешевле конкурентов. При этом Yamaha — это синоним надежности двигателей, в то время как на ближайшем конкуренте по цене и духу BMW 900XR стоит форсированный китайский мотор. Можно говорить о том, что есть еще BMW S1000XR, но он стоит уже денег, за которые можно купить большого туриста, а с тяжелых мотоциклов крайне тяжело пересесть на что-то другое. Я, как всегда, допущу какую-нибудь оговорку или ошибку, рекомендую зайти в комментарии и хотя бы прочитать закрепленный пост, в котором указываю поправки. Дальше будут обзоры других кроссоверов и тур-эндуро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.